Ты учишь испанский язык, понимаешь преподавателя, но потом выходишь на улицу в Испании и вдруг понимаешь, что испанцы говорят совсем не так, как в учебниках. Фразы знакомые, слова знакомые, но звучит все совсем по-другому. И иногда кажется, что ты учил совсем другой язык. Проблема в том, что учебники учат правильному испанскому, который нужен для сдачи экзамена DELE. Но в реальной жизни в Испании люди говорят на разговорном испанском. Они сокращают слова, меняют фразы, говорят намного быстрее и используют выражения, которых в учебниках просто нет. Поэтому многие люди с уровнем B1, B2 все равно теряются и не могут свободно общаться с испанцами. В этом видео я покажу 10 реальных фраз, которые испанцы используют каждый день. Но в учебниках их либо не объясняют, либо объясняют совсем поверхностно. Так вот, чтобы вам не приходилось додумывать контекст, о чем же вообще эти фразы, я облегчу вам эту задачу. После этого видео ты начнешь лучше понимать испанцев в реальной жизни. Если вы попали на мой канал впервые, самое время подписаться и нажать на лайк, потому что в конце тебя ждет бонус. А я продолжаю. Давайте начнем с очень знакомой ситуации. Когда вы учите испанский язык, одна из самых первых фраз, которую вы запоминаете, это «Cómo estás?». И это абсолютно правильно. Это нормальный, корректный вариант. И вас прекрасно поймут, и, конечно, будут люди, которые будут именно так и говорить. Но если вы начнете слушать, как общаются испанцы между собой, очень быстро заметите одну деталь. В реальной жизни гораздо чаще звучит «qué tal?». Иногда даже без продолжения, а просто «qué tal?». И все. Или «qué tal todo?». И вот здесь происходит очень важная вещь. Фраза становится проще, быстрее и легче. Она звучит менее учебно и больше как живая речь. И разница здесь не в том, что одно правило, а другое нет. Оба варианта правильные. Разница в ощущении. «Cómo estás?» — это то, как люди действительно говорят каждый день. Именно такие маленькие детали создают ощущение, что вы не просто знаете слова, а начинаете слышать и чувствовать язык. Поэтому, если вы хотите звучать более естественно, обратите внимание на такие простые вещи, потому что именно они сильнее всего влияют на то, как вас воспринимают в разговоре. И на самом деле это не единственная вещь, которая звучит по-другому. Есть еще один момент, который сначала немного сбивает с толку. Когда вы учите испанский, вам сначала показывают конструкции полностью. Возьмем, например, конструкцию ir плюс a плюс другой глагол. Например, voy a ir. Я собираюсь пойти. Все четко, логично, по правилам. Но потом вы начинаете слышать, как говорят испанцы. И замечаете, что в реальной жизни это не всегда звучит полностью. Либо эта конструкция преображается в другую форму. Вы можете услышать voy a, а иногда даже еще короче. И это очень частый вариант. Voy. А иногда мы наше намерение заменяем существительным, как, например, voy al súper. И здесь происходит интересная вещь. Смысл не теряется. Никто ничего не упрощает в плохом смысле. Просто речь становится быстрее, живее и более естественной для разговора. Испанцы очень не любят перегружать фразы, если и так понятно, о чем идет речь. Поэтому вместо того, чтобы сказать «voy a ir al supermercado», в жизни почти всегда скажут «voy al super». Коротко, быстро, и все понимают. И вот такие моменты часто создают ощущение, что вы вроде знаете конструкцию, но в реальности вы слышите ее в другом виде. Estoy cansado, estoy hecho polvo. И вот здесь начинается уже тот уровень, где многие перестают понимать, что происходит. Потому что в учебниках вас учат говорить «estoy cansado». Я устал. Все понятно, все логично. Но в реальной жизни вы очень часто услышите совсем другое. «Estoy hecho polvo». И если перевести дословно, это вообще звучит странно. «Я сделан из пыли» или «я как пыль». На самом деле это не просто разговорное выражение, и оно означает «я очень устал», «я выжат»,
я без сил. Причем испанцы используют такие фразы постоянно, особенно в повседневной речи. И если вы привыкаете к учебному испанскому, такие фразы для вас будут звучать поначалу как что-то совсем чужое и далеко непонятное. Но именно такие фразы делают речь живой. Потому что в жизни испанцы очень редко говорят нейтрально. Например, «я устал». Они темпераментны, поэтому всегда стараются добавить эмоцию. Estoy hecho polvo, estoy reventado, estoy muerto. И вот здесь появляется важный момент. Вы уже знаете слова, вы уже знаете грамматику, но появляется новый уровень. Понимать, как люди на самом деле выражают свои эмоции. И без этого уровня очень сложно начать чувствовать по-настоящему испанский язык. Есть выражение, которое вы точно услышите в Испании очень быстро. Причем в самых разных ситуациях. В учебниках обычно показывают «vamos a ver». А по логике это звучит как «давайте посмотрим». Но в реальной речи чаще звучит короткий вариант «a ver». И используют его совсем не в том смысле, который ожидаешь. Например, человек может сказать «a ver» и сделает паузу. И в этот момент он не собирается что-то смотреть. Он просто думает, собирается с мыслью. Или аккуратно начинает свое объяснение. Иногда это звучит как «сейчас», «давайте разберемся», «подождите». Вот вам несколько живых примеров. Как это мы можем сказать в жизни? Например, «a ver, ahora te explico». Или «a ver, no es tan fácil». И когда вы начинаете это замечать, становится гораздо проще следить за разговором, потому что такие слова — это не про перевод, а про то, как строится сама речь. И вот здесь еще один интересный момент. Чем больше вы слушаете испанцев, тем чаще вы замечаете, что в разговоре присутствует очень много таких коротких фраз, которые вроде бы ничего не значат буквально, но без них речь просто не звучит естественно. И вот здесь появляется еще одна вещь, которая сразу выдает, учите ли вы испанский по учебникам или уже начинаете слышать, как говорят люди в жизни. В учебниках вам чаще всего дают нейтральные варианты. Например, muy bueno, очень хорошо. Это абсолютно нормально. И это абсолютно правильно. Так можно сказать, вас поймут. Но если вы послушаете испанцев, вы заметите, что они редко остаются на таком ровном уровне. Им почти всегда хочется добавить эмоцию. И вместо muy bueno вы гораздо чаще услышите buenísimo. И это уже звучит совсем по-другому. Это не просто хорошо. Это очень вкусно, очень классно, прямо вау. И таких слов в испанском очень много. Например, rápido, rapidísimo, grande, grandísimo. Испанцы постоянно усиливают речь, потому что для них важно не просто передать факт, а передать ощущение. И вот этот момент часто ускользает. Когда учишь язык только по правилам, вы вроде говорите правильно, но звучите чуть более спокойнее, чем носители. Это и неплохо, и нехорошо, просто нейтрально. Испанская речь, она наоборот, она очень живая, эмоциональная. И как только вы начинаете добавлять вот такие вот фразы, речь становится более естественной, более натуральной, более привычной для ушей испанцев. И, кстати, если вы хотите начать быстрее улавливать такие слова в разговоре, я собрала небольшую подборку самых частых усилений, которые используют испанцы. Там как раз такие формы, как buenísimo, rapidísimo, clarísimo, которые постоянно звучат в живой речи. Если вы хотите получить мою подборку таких частых слов, напишите в комментариях buenísimo, и я дам вам ссылку, где можно будет скачать этот файл. Есть еще один момент, который часто вызывает путаницу. В учебниках вам дают базовую фразу «no entiendo», «я не понимаю», и это абсолютно нормальный вариант. Вы можете спокойно его использовать в разговоре. Но здесь важно понять одну деталь. Когда вы говорите «no entiendo», это скорее про общее понимание. Например, «я не понимаю тему», «я не понимаю объяснение», «я не понимаю, о чем идет речь в целом». Но если вы хотите сказать, что не понимаете конкретного человека, испанцы почти всегда используют местоимение. Например, «no te entiendo», «я тебя не понимаю».
И это уже звучит гораздо естественнее в разговоре. А теперь то, что вы можете услышать в реальной жизни. Следующий вариант очень неформальный, сленговый, но испанцы его тоже используют. No me entero. Почему эта фраза сбивает многих? Потому что дословно это вообще не переводится как «не понимаю». Но по смыслу это «я вообще не врубаюсь, что происходит», «я не понимаю, что здесь происходит». И это более эмоциональный и разговорный вариант. Как я уже говорила, вы вряд ли услышите ее, например, на работе или в официальной обстановке. Но среди друзей, в повседневных разговорах, особенно среди молодежи, она звучит постоянно. И есть еще один важный момент. Вариант, которому нас учат практически все учебники и разговорники по испанскому языку. Но в реальной жизни она совершенно неприменима. Практически все учебники уровня А1 нас учат фразе «no comprendo». И вот это как раз тот случай, когда фраза вроде бы правильная, но в реальной жизни в Испании звучит абсолютно неестественно. Поэтому я настоятельно не советую ее брать в активный разговор с испанцами, чтобы звучать более живо. В этих вариантах наглядно видно разницу, о которой я говорю. Вы вроде знаете несколько вариантов «я не понимаю», но в жизни они используются по-разному. No entiendo – нейтрально. No te entiendo – конкретно про человека. No me entero – разговорно, эмоционально. No comprendo – слишком формально для повседневной речи и больше характерно для стран Латинской Америки, чем для самой Испании. И именно такие фразы чаще всего создают ощущение, говорите ли вы на испанском естественно, либо как по учебнику. Есть еще одна ситуация, с которой вы точно сталкивались. Когда вы хотите сказать, что вы заняты. В учебниках вам дают «estoy muy ocupado». Я очень занят, и это абсолютно корректно. Так можно сказать, и я ее сама использую. Но так как в этом видео моя цель помочь вам разобраться в разных вариациях подобных высказываний, давайте посмотрим на другой вариант. Как это еще можно сказать? Испанцы в обычной жизни, общаясь с друзьями и рассказывая о своих делах, очень часто скажут совсем другой вариант. «Estoy a tope». Дословно это вообще не переводится как «занят». А топе – это что-то вроде «на максимуме», «под завязку», «по полной». И в контексте это означает «у меня куча дел», «я загружен», «у меня сейчас вообще нет времени». И что важно, это звучит более живым и естественным, чем нейтральная фраза «estoy muy ocupado». Причем эту фразу вы можете услышать совершенно в разных ситуациях. Например, «Esta semana estoy a tope». На этой неделе я полностью загружен. Или «Hoy estoy a tope, no paro». Сегодня вообще без остановки. Куча дел. И вот такие выражения, они несложные, но если вы их не знаете, вы можете услышать фразу и просто не понять, о чем здесь речь. И, кстати, есть слова, которые испанцы используют еще чаще, чем все эти фразы вместе. Иногда одно слово может заменить целую фразу. Например, de acuerdo, vale. Есть одно слово, без которого в Испании просто невозможно общаться. И при этом в учебниках на него почти никогда не делают такой особый акцент. Обычно вам дают вариант de acuerdo, согласен, хорошо. И это правильный вариант. Но если вы начнете слушать, как говорят испанцы, вы заметите, что в реальной жизни почти никто так не говорит в обычном разговоре. Вместо этого вы будете постоянно слышать «vale». Это слово присутствует буквально везде. На улице, в магазине, на работе, в разговоре с друзьями. Оно неформальное, и в нем нет такого плохого какого-то негативного посыла. Либо, как многие думают, жаргона. Поэтому ее используют и для формального общения. Например, «Quedamos a las 6». «Vale». Или «Luego te llamo». «Vale». «Hay que preparar la presentación para mañana». «Vale». И что интересно, оно может означать сразу несколько вещей. Хорошо, договорились, окей, понял. Такие слова создают ощущение непринужденного разговора, потому что вместо длинных фраз используется одно короткое слово, и все сразу понимают. Фраза «vamos», «venga». С «vamos» все довольно понятно. Это слово, которое вы ожидаете услышать, когда кто-то предлагает куда-то пойти. Пойдем.
Но в Испании в подобной ситуации гораздо чаще звучит другое слово – «venga». И сначала это немного сбивает, потому что вы вроде бы знаете слово «vamos», а слышите что-то другое. И не до конца понятно, что именно это значит. Например, вам могут сказать, используя сразу два этих слова. «Venga, vamos». И это уже не просто «пойдем», а скорее «давай, пошли, не тянем». Или вы что-то обсуждаете, и человек отвечает «venga». И по интонации это может быть «ладно», «хорошо», «договорились». А иногда этим словом просто заканчивается разговор. И здесь оно будет означать «все, давай, увидимся, пока». Вы должны усвоить одну вещь. В таких ситуациях для испанцев такие слова – это не первостепенное. Большее внимание уделяют тому, как она звучит. Потому что «venga» – это не перевод, это больше реакция человека. И ее смысл вы начинаете понимать не из-за слов, а из ситуации, из интонации, из самого контекста. И в какой-то момент вы ловите себя на том, что это слово уже не переводите в голове, а просто понимаете его автоматически. И замыкает сегодняшнюю подборку фраза, которая довольно быстро начинает бросаться в глаза. Либо же лучше сказать в уши. В учебниках все звучит аккуратно. И, как вы уже поняли, нейтрально. Mucho – много. И вы, естественно, начинаете так говорить. Tengo mucho trabajo. Все правильно, никакой ошибки здесь нет. Это корректная формулировка высказывания для большинства случаев и ситуаций. Но если вы слушаете, как общаются испанцы между собой, очень часто вместо этого звучит un montón. Например, tengo un montón de trabajo. И это уже звучит иначе. Не просто много, а скорее куча, полно, завал. И это как раз тот случай с испанского языка, где вы понимаете, что в реальном разговоре люди редко говорят ровно. Им хочется усилить, добавить оттенок, передать свое эмоциональное состояние. И такие выражения встречаются постоянно. Un montón de gente, un montón de cosas, un montón de planes, un montón de reacciones, un montón de comida. Не переживайте, если поначалу вы будете их только улавливать, но не сможете применять в разговоре. Все приходит с практикой и с потерей внутреннего страха, что вы что-то скажете неправильно. И на самом деле дело совсем не в том, что вы чего-то не знаете. Просто язык, который вы учите, и язык, который вы слышите в жизни, это не совсем одно и то же. И разница как раз в таких деталях. Поэтому я всегда спрашиваю у человека, который хочет записаться ко мне на индивидуальные или групповые занятия, для чего вам нужен язык. Маленькая деталь, которая решает абсолютно все. И если вы хотите научиться понимать реальную испанскую речь, записывайтесь ко мне на занятия, где мы разбираем живой разговорный испанский. Все подробности вы видите на экране, а также ссылки я оставлю в описании под этим видео. Напишите в комментариях, какую из этих фраз вы уже слышали в Испании и какую из них впервые услышали сегодня. Не забывайте написать кодовое слово, если хотите получить мой файл-бонус. А на сегодня я прощаюсь с вами. Вы были на канале, посвященному Испании и испанскому языку. Меня зовут Наталья, и здесь я выпускаю видео каждый вторник и пятницу. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Все эти действия помогают каналу развиваться. А если еще кто-то хочет еще больше поддержать меня и поблагодарить за мой труд, платное членство на канале будет особым стимулом создавать для вас еще вот такие видео. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующем видео. Hasta pronto!